Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, народные приметы на 19 ноября. В этом видео поговорим о православном календаре. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно насыщенный день в православном календаре. Сегодня вспоминаются и чтятся много святых. Также уделим внимание народному календарю. И, конечно же, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 19 ноября. Итак, друзья, 19 ноября в Православной Церкви отмечается сразу несколько памятных событий, которые связаны с жизнью святых и с особыми датами. Этот день в народе называли Днем Клавдии или по-другому День Павла или Павла Ледостава. Но давайте вернемся к Православной Церкви. А что же, почему именно эти святые в этот день так почитаются? Дело в том, что Православная Церковь в этот день, 19 ноября, почитает память Варлаама Хутынского, который жил на территории Новгорода в XII веке. Он основал Спасо-Преображенский Хутынский монастырь. Родился Варлаам в состоятельной семье и как только достиг юношеского возраста, стал монахом и отшельником. Позже, в 1192 году, основал монастырь Спаса Преображения на холме Хутынь и стал в нем игуменом. Также в этот день, 19 ноября, отмечается память Павла Исповедника, епископа, который жил уже в Малой Азии. За время своей жизни святитель Павел подвергался многочисленным преследованиям, избирался и изгонялся из должности константинопольского архиепископа, так как в столице в то время шла постоянная борьба за власть. В конечном итоге, после смерти императора Константа, защитника православного народа, святитель Павел был отправлен в ссылку в Армению, где был убит после проведения литургии. Напавшие на Павла задушили святительским амафором. Также в этот день почитается как день основания морского корпуса, которого был основан российской императрицей Елизаветой Петровной именно в день памяти Павла Исповедника, который с тех пор является его небесным покровителем. В 1755 году внучка Петра I уже подписала соответствующий указ, связанный с этим праздником. Кроме того, 19 ноября почитается память святой Клавдии, или, возможно, вы услышите, как Клавдия Анкирская, которая была покровительницей домашних животных и скота. Она жила в III веке в Анкире на территории современной Турции, где с самого детства проводила время в молитвах, богоугодных делах и в помощи больным и нищим. Таким образом, 19 ноября в Православной Церкви является днем, который посвящен памяти святых Варлаама Хутынского, Павла Исповедника и Клавдии Анкирской, каждый из которых оставил свой след в истории и в культуре христианства. А в народном календаре этот день назвали Павел Ледостав, Павла в день или День Клавдии. Дело в том, что исповедника Павла назвали ледоставом из-за того, что в этот день вода в водоемах сковывается льдом. Именно поэтому люди и начали готовиться уже к зимней рыбалке. Они подготавливали снасти, если нужно было, занимались их ремонтом. Урожай предсказывали по тому, каким будет лед. Также в этот день было принято смотреть за домашним скотом. Если у животных был хороший аппетит, то говорило о том, что в ближайший год в семье будет только радость, благополучие, изобилие и достаток, а любые беды, проблемы обойдут дом стороной. Хозяева же чистили стойла и кормили скот сегодня вкусностями. Таким образом, они старались привлечь достаток, изобилие и комфорт в свой дом и в свою жизнь. А вот представительницы прекрасного пола в этот день наводили уют в доме. Вечером вся семья собиралась обязательно за праздничным столом. Согласно и обычаям, и традициям, 19 ноября река, покрытая льдом в этот день, не таяла уже до весны.
И наблюдая за природными явлениями, люди пытались предсказывать будущую погоду. Праздник в народе таки именовали Павлом Ледоставом из-за обычной уже морозной погоды и окончательного, конечно же, замерзания рек. Рыбаки с этого дня, как мы уже сказали ранее, начинали подготовку к зимней рыбалке, проверяя и разбирая снасти. Отправлялись, конечно же, рыбачить, конечно же, ожидая ледостава. В некоторых регионах люди угощали в этот день водяных лакомствами и обязательно монетами, а также произносили особые магические слова для того, чтобы задобрить духа воды. У древних славян до принятия христианства на Руси даже существовал обычай. Они верили, что для быстрого образования льда на реке необходимо было провести обряд с принятием покойника рекой. Люди в древности обращали внимание и на погоду. Смотрели на зарю. Если она становилась алого цвета, то следовало ожидать снег с дождем. Ну а также следили за состоянием льда. Слишком гладкий лед говорил о неудачном урожае в предстоящем году. Снегопад 19 ноября свидетельствовал о снежной зиме. Погода без ветра, наоборот, говорила о слишком сильном морозе. Если в ночь на праздник на небе было много звезд, то это было к холодам. Птицы также могли предсказывать наступление холодов, если они сидели на ветках и не собирались никуда улетать. Неплохим считался знак, если корова не давала молока в этот праздник 19 ноября. Это означало, что в дальнейшем всю зиму его будет много. Люди не одалживали в деньги и в день Павла Ледостава, иначе могли поплатиться стабильным финансовым положением. А дети, которые родились в этот праздник, имели суровый снег. Также чаще всего не добивались успеха даже уже в зрелом возрасте. Ну и наши предки смотрели, если в Павлов день 19 ноября идет снег, то можно было быть уверенным, зимой будет действительно по-настоящему его много. Но если погода будет безветренной, мороз не за горами. Если в ночь на Павла Ледостава на небе много звезд, это говорит о том, что резкое похолодание наступит со дня на день. Ну а если в небе много ворон, это к снегу. Если воробьи, сбившись стаей, громко чирикают, погода будет ясной. В Павла день наши предсказывали, каким же будет урожай следующим летом. Если лед ложился на водоем буграми, знали, без хлеба никто не останется. Его обязательно хватит всем. Но если лед был гладким, это означало, что и овощей тоже будет много. Клавдия Анкерская, которую чтили в этот день православные христиане, покровительствовала быту и домашнему скоту, коровам, овцам, козам, курам, а также отвечала за уют и достаток в доме. Поэтому именно сегодня хозяева особенно были внимательны к домашним животным. По народным приметам, если лошадь сегодня хорошо ела, значит не будет болеть во время лютых морозов. А корова, которая давала 19 ноября много молока, не оставит семью голодной и будет хорошо доиться. 19 ноября наши предки старались не есть мясные продукты, чтобы не сердить Клавдию, иначе она может наслать болезни или другие неприятности. Среди женщин была традиция в день Клавдии ходить к подмерзшему водоему, чтобы набрать льда. Его приносили домой и обтирали обязательно им лицо. Считалось, что он молодеет и делает лицо более привлекательным. 19 ноября – это один из немногих дней, когда можно было избавиться от беды из-за нарушенной клятвы. Например, должник поклялся жизнью своей матери, что вернет долг, и долг не отдал.
Или же супруг, желая оправдаться перед женой, клялся детьми, что не изменяет, хотя только что вернулся от любовницы. Если такое происходило, то нужно было провести специальный магический ритуал. И в этот день проводили отчитку от беды. Для этого нужно было именно 19 ноября пойти в лес и наломать веток березы, сделать из них веник, который повесить на этом же дереве, и из которого были сломаны ветви. При этом нужно обязательно было сказать такие слова: как только эти ветки к дереву прирастут, так тут же к моим родным беды и придут. Так тому и быть, так тому бывать. И обязательно нужно было уходить и не оглядываться. Также в этот день проводили обряд, чтобы не обманывали. При подозрении человека, что его обманывают, его необходимо было 19 ноября подойти к амбару и трижды закрыть и открыть на нем замок, при этом говоря следующие магические слова: как этот замок открываю и закрываю, так обманщика сразу узнаю. Не сможет больше мне солгать, иначе беды ему не миновать. После уходить и трижды сплюнуть обязательно через левое плечо. Именины 19 ноября отмечают Серафима, Матрена, Александра, Ефросиния, Алиса, Олеся, Клавдия, Анатолий, Гавриил, Арсений, Виктор, Николай, Василий, Константин, Павел, Никита и Лука. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно поздравьте их с именинами. Помните, внимание прежде всего. Люди, которым при рождении дали вот именно эти имена 19 ноября, считается, что они отличаются невероятной целеустремленностью. Если они ставят перед собой задачу, то обязательно добьются ее решения. Это хорошие, как правило, жены, верные мужья и надежные друзья. Ну а талисманом человека, рожденного в этот день, 19 ноября, является опал. Камень, как правило, успокаивает нервы, помогает излечить болезни сердца, выводит из депрессии, отгоняет дурные мысли и защищает от меланхолии. А вот сны, увиденные в ночь с 18 на 19 ноября, будут всецело отражать ваше текущее состояние. Поэтому, если вам приснился кошмар, не пугайтесь, а напрягитесь. Скорее всего, в вашем внутреннем мире в этот момент царит хаос. Постарайтесь его усмирить. Если сновидение, приснившееся в ночь с 18 на 19 ноября, вас порадовало, особенно если в нем были какие-то приобретения, или же вы видели что-то новое в своей квартире, значит, вы не только гармонично, но и стремительно развиваетесь. Но если вам кажется, что ничего не приснилось в ночь с 18 на 19 ноября, это знак к тому, чтобы полноценно отдохнуть. То есть на протяжении всех суток, исключая по возможности гаджеты и всевозможные токсичные отношения. Если этого не сделать, велик риск заработать проблемы со здоровьем. Что же можно было делать в этот день, 19 ноября, и наши предки старались это делать? Вы знаете, люди старались надеть в день святителя Павла все новое, а если такой возможности не было, доставали чистую одежду, самую красивую. Считалось, что встретить зиму нужно достойно, нарядно, иначе не видать достатка, изобилия и удачи. Также в день Клавдии следует употребить в пищу яйца и блюда из них. Тогда считается, что никакие болезни не пристанут к человеку. Теперь давайте поговорим о том, а чего же нельзя было делать 19 ноября по народным приметам. По народным приметам 19 ноября нельзя находиться вдали от семьи, иначе, как сулят поверья, весь год проведете в семейных ссорах и разногласиях. Тот же, кто сможет быть рядом со своими родными и близкими, у кого не будет, того не будет противоречий с ними. Также, если же обстоятельства сложились таким образом, что 19 ноября нет возможности быть с родными и близкими людьми, то хотя бы нужно позвонить и поговорить. Сегодня нельзя проводить было финансовые сделки, поскольку в народных верованиях этот день считается несчастливым в денежном плане. Наши предки в день Клавдии даже никому в долг не давали и взаймы не брали, поскольку считалось, что тогда после придется жить в бедности и в лишениях.
Нельзя в этот день было есть и мясные продукты. Тот, кто ослушается данного запрета, привлечет к себе неприятности и болезни. Также нельзя было отказываться от обещаний, данных 19 ноября. Очень важно их выполнить именно сегодня, в этот день. Если же это было невозможно, то нужно хотя бы приступить к их исполнению. Тот же, кто проигнорирует свои обязательства, потеряет удачу и успех уже до самого Нового года. Не стоит в этот день отправляться в дальний путь, так как он принесет только разочарование и обманы. Лучше путешествие перенести на другую дату. Запрещено также в день Клавдии, который в народе называли Павлом Ледоставом, преднамеренно ломать образовавшийся на реке лед, иначе в следующем году не будет урожая хлеба и придется жить впроголодь. Не рекомендуется в этот день продавать и молоко. Тот, кто так сделает, вскоре останется ни с чем. Также в день Павла Ледостава нельзя рыбакам возвращаться домой без улова. Нужно поймать хотя бы одну рыбешку, тогда зимняя рыбалка будет весь период удачной и успешной. Вот такой, друзья, у нас с вами день 19 ноября по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.